Армия гномов Железных холмов численностью в 2000 направляется через Эребор и Дейл по торговому тракту Раваниона на помощь союзникам в Дарвинион. Путь их лежал через один из форпостов Дейла. Приблизившись к форпосту, военачальник гномов Торгрим приметил, что гарнизон Дейла отсутствует, что странно, ведь данный форпост стоял на границе с Руном. Когда армия гномов проникла за частокол форпоста, громкий звук горна по ту сторону реки внезапно донесся до построения гномов. «Это не рог Дейла», – пробормотал военачальник, и, дав приказ ускориться, со всей 2000-й армии гномов устремился к главной улице города. Брод реки со стороны форпоста был защищен небольшой стеной. Торгрим надеялся успеть занять стены, подозревая нападение извне, однако, преодолев главную улицу города, наблюдал, как макушки осадных башен медленно вздымаются над стенами, перекрывающими брод. Военачальник гномов распознал знамена, свисающие на осадных башнях. Они принадлежали Руну, после чего принялся командовать всей своей армией. Торгрим обязан защитить форпост, иначе путь к союзникам из Дарвиниона будет перекрыт, что сильно скажется как на людях Дейла, так и гномах Эребора. Торгрим перекрыл главные улицы города, расположив заранее арбалетчиков на холме, после чего и сам со своим отрядом молотобойцов и гвардии принялся ожидать прорыв через стены у брода. Тем временем стены уже кишели людьми Руна. Таран по другую сторону стены уже был в процессе пробития ворот, и когда ворота наконец были пробиты, бесчисленная орда из стерлингов обрушилась на построение Железной гвардии. Их было не меньше 6000, и стерлинги железной хваткой вцепились в щиты гвардии и, не сбавляя натиска, метр за метром теснили пехоту гномов. Однако гномам удается выстоять и занять крепкую оборону. Тем временем арбалетчики с холма шквалом болтов заливали плотные построения из стерлингов. Торгрим ждал часа, когда руницы выдохнутся, и тогда-то он бросит в бой свою ударную силу в лице молотобойцов. Молотобойцам не суждено было вступить в битву. Рунийцы нашли способ обойти форпост. Река севернее форпоста обмелела, и разведчики Руна нашли способ провести целую армию через реку. Ударная кавалерия из стерлингов уже на полном ходу спешила в тыл гномьих построений. Торгрим, что со своей свитой наблюдал за боем с холма, немедля разворачивает все свои резервы, чтобы укрепить улицы в тылу от построений уже сражающейся гвардии Железных холмов. Однако занять позиции в тылу форпоста и встать в стену щитов у гномов не удается. Кавалерия Руна уже преодолела частокол форпоста и неслась в тыл гномьих подразделений. Гномы встретили всадников встречным натиском, так как обязаны были связать боем кавалерию Руна, чтобы не дать неприятелю провернуть серию натисков. От удара всадников многие из гномов оказываются под копытами лошадей. Кавалерийские ланцы стерлингов рушат построение гномов, и в этот же момент вступают в бой варлорды Руна, что маршировали позади конницы. Потеряв строй, гномы лишились защиты по флангам, куда устремлялась пехота из стерлингов. Натиск всадников удается приостановить и связать боем кавалерию, однако при этом гномы также лишаются возможности как-либо маневрировать. Пехота гномов в попытках вернуть строй и перекрыть основную улицу теряет множество бойцов.
Торгрим, видя это, предпринимает следующий шаг. Он выводит все силы из боя и уводит на холм, где у неприятеля не будет возможности как-либо обойти строй гномов. Он заранее выстраивает фалангу Железной гвардии на самой высокой точке холма и отводит абсолютно всех гномов на холм. Многие из гномов берут на себя ответственность прикрыть отступление и остаются, чтобы дальше вести свой бой, выиграв тем самым время, пока основные силы перегруппировываются на холме. Торгрим, видя выдающуюся храбрость гномов, что остались в улицах города, и сам решается броситься в пекло. Но стражи военачальника вынуждают его остаться для последующего командования. Скрипя зубами и понимая, что безрассудные действия приведут всю армию гномов к смерти, решает остаться на холме, наблюдая за тем, как гномы героически погибают от рук людей руна. Когда основные силы закрепились на холме, рунийцы, добив прикрывающих, направились на холм за головой Торгрима и тысяч других гномов. У арбалетчиков истощен боезапас, а многие из тех, что отступили, порядком вымотались, и в бою от них не будет проку. Торгрим дает им время перевести дух и сам лично встает бок о бок с гномами в строю Железной гвардии, и стерлинги ударили стремительно. Однако холм замедлил скорость врага. Теперь же гномы и 5 из земли не сдадут врагу на милость. И стерлингов ожидает лишь секира на ужин. Тем временем залил дождь, и сильная метель с осадками обрушилась на головы сражающихся по обе стороны. Реки крови и размокшая земля словно трясина не давала и стерлингам, так же как и раньше, продавливать построение гномов. Торгрим, видя то, как враг в попытках прорвать строй бросил все свои резервы, не в состоянии вскарабкаться по склону, начинает и сам медленно вводить в бой отдохнувшие подразделения гномов, тем самым усиливая оборону. Спустя полчаса военачальник гномов наконец вводит в схватку молота бойцов, коим уже не терпелось принять участие в битве. Эти сорвиголовы наконец смогли устремиться сквозь фалангу гвардии и начать свой поединок. Враг медленно и верно начал терять преимущество в битве. Гномы словно лавины накрывают позиции руна, прокладывая себе дорогу вниз из тысяч павших в бою стерлингов. Дождь переменился туманом, слякоть и реки крови сыграли свою роль в битве. Воины руна теряли равновесие, строй рунийцев рушился на глазах, но и молотобойцы теряли свою эффективность за время ведения боя. Торгрим, наблюдая за парой сотен гномов, что все еще рубят головы, и стерлингов, решает вывести абсолютно всех, раненых, истерзанных и еле стоящих на своих двоих гномов, и бросает все свои резервы на разомкнутые позиции рунийцев. Враг, потеряв плотный строй, уже не мог сдержать сотни гномов, что на полном ходу неслись с вершины холма. Гномы во весь голос, бросаясь молотами в руках на воинов руна, повергали и стерлингов в ужас. Ярости гномов не было конца. Стерлинги, коих строй растянулся аж до самой низины, пустились в бегство. Рунийцы дрогнули и сбежали. Гномы бросились вдогонку, отрезая одну группу за другой. Из 15 тысяч сбежало около 7 тысяч. Гномы успели нарезать около 500 рунийцев, прежде чем те сбежали. Но и гномы в этой битве получили серьезный урон. Торгрим лишился 700 отважных гномов Железных холмов и раненых около 500. Гномы были вынуждены вернуться, отложив свой поход в Дарвинион.
На этом все. Не забывай ставить лайк, поддерживать ролик комментариями. Не забывай это делать, это очень важно. Спасибо тебе за активность. На этом все, ты лучший. До скорого.